Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня подарок судьбы. Мы с вами будем гадать на кофейной гуще, на ваше будущее. Что же ждет в вашем будущем? Стопроцентное предсказание, потому что на кофейной гуще, конечно же, предсказания особенные. Они всегда интересные, занимательные. И вы всегда в чашечке можете увидеть что-то свое. Итак, первая, вторая, третья чашечки. Вам нужно выбрать свою чашечку. И мы с вами посмотрим, что же вас ждет в будущем. Стопроцентное предсказание. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. Видео всегда актуальный момент, когда вы его открыли. Итак, я начинаю с нашего розового цветочка. С нашей первой чашечки кофейной. Давайте посмотрим, что же там приготовила для вас судьба. Итак, рассматриваем чашку. Смотрим, какие есть тут символы. Чашка, кстати, очень интересная оказалась, правда? Здесь много крупных символов и не так много мелких, да? Есть действительно крупные рисунки. Это первое. И второе, здесь много четких посланий для вас. Вот смотрите. В самом ближайшем будущем у вас... Сейчас я возьму какой-нибудь инструмент, минуточку, чтобы вам показывать, да. У вас идет, вот смотрите, роза. Вот она прям вот она бутончик, вот у нее листочки, вот стебелек, да, роза. Я вот вижу здесь розу. Эта роза повлияет именно на ваше материальное положение. То есть вы, скорее всего, полюбите какое-то занятие, какое-то дело, но раньше, к сожалению, вы не были в этом уверены. Вы как будто бы... Вот вам нравится что-то делать, но вы боялись осуждения со стороны других людей. И эта роза показывает, что это вам нравится, это вы начнете делать, несмотря на то, что есть страх. Понимаете, окружающие символы указывают на этот страх. Мы здесь даже видим вот это символ парных органов. Я это так сама лично интерпретирую. Вы можете интерпретировать по-другому. Я это интерпретирую как символ парных органов. Парные органы у человека могут каким-то образом страдать в прошлом из-за того, что по психосоматике он боится осуждения других людей, не уверен в себе. Кто-то ему указывал на его недостатки, понимаете? И он считает, что он такой вот весь ненужный, опозоренный. Поэтому могут страдать парные органы. Какие у нас есть парные органы? Руки, ноги, женские половые, мужские половые, это понятно, легкие, почки, глаза, уши, да. И вот если у вас что-то не в порядке с этими органами, а рядом, видите, роза, которая показывает разблокировку, то вот вы сразу поймете, о чем говорю, что вас как-то затыкали немножко, да. И когда вы будете заниматься тем, что вам нравится, то у вас идет и разблокировка парных органов, и разблокировка денежного канала. Поэтому это случится в самом ближайшем будущем. Что еще тут вижу? Вот для меня это в каком-то смысле символ слона, потому что я здесь вижу как хобот, ноги большие. Тут как может такой хвостик, я не знаю. Это опять же говорит о процветании. Слон – это символ мудрости и символ денежного достатка.
И бабочка, которая больше относится у нас ну, к моменту прошлого, да, она показывает, что раньше вы могли ну, как-то немножечко денежки либо растранжиривать, либо не умели с ними обращаться. А слон, он показывает, что вы научитесь обращаться с деньгами и будете обращаться с ними гораздо лучше. Но также вот я здесь вижу змею, да. Змея, она может говорить, что вы как человек способны зарабатывать в ближайшем будущем на индустрии красоты, вот, может быть, фармакологии, все, что связано с медициной, химией, биологией, травничеством, красотой, салонами красоты. Поэтому может вот эта змея здесь показываться. Я здесь вижу образ бегущего животного. Вот смотрите, такое вот бегущее животное с хвостом. Оно больше похоже на кошачье животное, а не на коня. И, конечно, это говорит о вашем развитии. Но вы можете встретить человека, который, с одной стороны, подтолкнет вас развиваться в материальном плане и зарабатывать, и даст много хороших идей, но сам будет легкомысленный и ненадежный. Поэтому партнерство, вот как контракт с таким человеком не заключайте, а просто возьмите идеи, дружите, общайтесь. Вместе не заводите дела и бизнес. Так, что я еще здесь вижу? Вот этот знак, который мы назвали бабочкой, он очень-очень интересный, потому что здесь он показывает как будто букву Е. И здесь рядом как будто бы буква Е. Вот посмотрите, на вас, на вашу особенно материальную жизнь может влиять в ближайшем будущем человек, еще одна буква Е, у которого есть буква Е в имени, в фамилии, например, Егор, Евгений, Елена, понимаете? Или фамилия на Е, или много букв Е в имени, в фамилии. Также, что я могу еще сказать здесь? Что вот этот знак сам по себе, как бабочка вам кажется, да, но он также похож на зодиакальный знак зодиака рыбы. Поэтому в ближайшем будущем на вас и вашу жизнь может влиять человек со знаком зодиака рыбы. Хорошо. Смотрим сюда. Вот насколько я вижу, у вас в ближайшем будущем отношения с человеком, который для вас и судьба, и крест, и в то же время счастье, восхищение. Потому что вот этот символ, видите, он означает и проблемы, и выглядит и как крест, и как звезда. Вот есть такие символы, которые напоминают и то, и другое одновременно. Я вижу здесь, вот смотрите, как смешно, кричащий цыпленок. Вот я его так вот интерпретирую, этот символ. Кричащий цыпленок. Смотрите, вытянул шею и кричит. Видите? Как птица такая кричащая, но маленькая, как цыпленок. Или просит есть этот цыпленок, да? Или он кричит. Что это значит? Вот в вашей личной жизни этот человек, который является для вас и судьбой, и крестом, и счастьем, звездой, там, да, восхищением, он мнит о себе очень много, будет мнить о себе очень много. Может, это же будущее мы смотрим, может, он еще не появился, допустим, в вашей жизни, но он как человек очень петушится постоянно, очень подвижный, говорливый, может быть, крикливый, много просит, много требует. Вот, но он мельче, чем кажется сам себе. И вы его, скорее всего, будете очень поддерживать, этого человека. Вот тут я вижу образ кенгуру. Смотрите. Кенгуру очень сильное, мускулистое, травоядное животное. Сумчатое. Поэтому в личной жизни вас ожидает забота о потомстве, забота о семье, да, о людях, которые нуждаются в вас. И также большая сила. И вот, как бы, может быть, человек, обладающий большой физической силой, будет рядом с вами.
Голова у него маленькая, а мускулы большие. Поэтому неважно, мужчина вы или женщина, у вас будет кто-то физически сильнее, чем умственно. Так, что еще здесь? Ну вот вам вот этот цыпленок, он же к ручке, он близко к сердцу. Крикливый цыпленок, близко к сердцу. А вот тут маленький образ совы вижу. Видите? Ночной разговор вас очень скоро ждет. Какой-то философский такой. Вот рассуждаем на разные очень умные темы. Да? Так. Теперь изучаем дно. Ну, дно тут показывает очень много букв. Первая буква А. Вы видите, большая черная буква А. Это видно невооруженным взглядом. Так, переворачиваем К. Это тоже видно. То есть дальнее будущее ваше связано с этими буквами. Буква К, буква А. Смотрите. Для иностранцев КА, да? Угу. Так, КА. По местности вашего проживания. Как бы чашка говорит вам, высшие силы вам говорят, что вы можете жить в большой стране, в очень большой. Я бы даже сказала огромной стране, одной из самых больших. Какие у нас огромные страны? США, Россия, Канада, Казахстан, там Китай, Монголия, Индия, Австралия. Да, очень большие страны, да? Вот какая-то вам страна в будущем падает большая. Будете жить в большой именно территории. Так, но гор не вижу. Водоем может быть, а горы не вижу, чтобы было много гор на той местности, где вы будете жить. Так. Ну, отдаленное будущее лишает вас многих проблем, судя по этим символам. Но вот я здесь, знаете, как вижу, как бы в профиль падают лица вот на дне чашки. Вот многие лица, вот, допустим, лицо мужчины, если поворачивать, да. Вот дальше начнем сейчас вертеть. Вот тут лицо женщины. Это говорит о том, во-первых, что мужчина и женщина, как инь и янь встали, что вы будете в паре. А во-вторых, у вас как защитники в далеком будущем идут, люди, которые вас оберегают, защищают. Понимаете? А еще вижу символ 5. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. 5 человек, может быть, будет жить в вашем доме, например. Вот, в вашем окружении. 5 человек важных для вас будет. Это в далеком будущем. Ну, вот такой ответ по первой чашке сегодня. А мы идем к чашке номер 2. Что же вас ждет в будущем, да? Смотрим, что там чашечка расскажет. Предсказание на ваше будущее. О! Вы знаете, вот когда так чашка вся покрыта мелкими узорами равномерно, это говорит, что жизнь у вас будет светлая, ровная, хорошая, не будет много проблем, а как ровная такая, именно вот такая спокойная, гармоничная жизнь. Но однако, если вы хотите в жизни преуспеть и заработать, вам нужно жить в горах, в холмах или рядом с горами, холмами. Такая должна быть местность. А вы, наверное, может быть, ну, как бы связаны с равниной больше, что ли. Если живете где-то в горах, рядом с горами, значит, будете много зарабатывать. Так чашка сказала. А вот если вы хотите успеха в любви, то вам нужно на равнине жить. Вот смотрите, как интересно. Для того, чтобы был успех в любви, нужно жить на равнине, чтобы был успех в финансовом плане в горах.
или в холмах? Вот такой ответ. Так, смотрим, что же вас ждет, да? Чашка вся покрыта людьми. Людские образы. Куда ни глянь, человеки, человеки. Много-много человеческих фигур. Вот смотрите. Здесь человек куда-то бежит. Здесь человек едет на скутере, мотоцикле или на чем-то вот таком, как мотоцикл, да, какой-то вот как мопед, может быть. Видите? Вокруг вас будет очень-очень много разных людей. Вы будете жить, общаясь постоянно, находясь в диалоге с людьми. Ваша жизнь будет очень активная. Тут люди постоянно бегающие, суетливая жизнь, связанная со спортом, может быть. Но для вас это будет приятная жизнь. Вы будете считать эту жизнь с занятиями спортом, с общением с людьми самой лучшей. Поэтому она и выглядит такой ровной. Для вас это не проблема, это счастье. У вас будет большая семья. Много людей вокруг и дома. Ваш заработок связан не с этими людьми, а только косвенно. То есть вы зарабатываете и общаетесь, это да. Но это не совсем зависит от всех этих людей. Скорее, личная жизнь, да, вот дома, поддержка, там, не знаю, допустим, семьи, в плане, там, мы одна команда, мы вместе занимаемся чем-то, увлекаемся, ездим, путешествуем, бегаем, прыгаем. Вот такое семья, да. Это косвенно связано, да, с вашим обществом и заработком и всем. Но ваш заработок все равно больше связан именно как бы с профилем, с профессией, с вашей. То есть это не зависит от того, сколько народу вы пройдете. То есть не совсем от этого. Но в связи с работой много будете общаться тоже. Может быть, вы будете жить в очень крупном городе, мегаполисе, где вокруг бегают люди, да? Здесь я вижу, у вас может быть заработок с помощью... Вот видите, девушка позирует. С помощью моделинга, искусства, фотокамеры, художества, создания брендов, одежда. Вот такое. То есть мода, может быть. Что такое индустрия красоты. И, конечно, вы можете очень много зарабатывать. Причем вот эта индустрия красоты, моделинг, фото, вот одежда, это может быть вообще очень-очень близко. Вот прям уже как будто на пороге. В горы вам надо съездить или в какую-то гористую местность, чтобы этот бизнес, работу развивать. На вашу жизнь будет очень сильно влиять человек. Вот тут и на «Р» похоже, и на «П» латинскую, и на «Д» одновременно. Вот с такой буквой, да. В самом ближайшем будущем на вашу жизнь будет влиять человек. Именно «П», «Р», да, если на русском «П», ой, «Р», на латинском «П» или «Д». И перевернуть, вот тут вот буква «А» есть, видите. Я увидела здесь 8. Видите? Ой, я ее смахнула. Простите. Она тут была 8. Я ее случайно взяла и это пошевелила. Вот она. Обратно я ее сейчас сдвину. Вот 8 или знак бесконечности. Знак бесконечности показывает, что человек может духовно развиваться в скором будущем. 8 опять же показывает и духовное развитие, и открытые пути, возможности для вас в плане самореализации.
Вообще цифра 8 в вашей жизни что-то значит очень сильно. Или будет значить в ближайшем будущем. Я здесь вижу вот такие, как вот животные, как верблюд, видите? Дракон. Дракон — это большая сила, которая вам будет дана в скором времени. А верблюд, он показывает, ну, караваны, да? Это медленное продвижение в плане денег, но очень верное, или в плане, допустим, реализации торговли, продажи чего-то. А дракон — это сила, это невероятная мощь, это защитник, это покровитель. Вот кто-то у вас будет. Вот тут вижу лицо в профиль, женское. Вы скоро будете с какой-то женщиной очень тесно и плотно общаться. Она будет в вашей жизни играть большую роль. В личной жизни у вас идет ситуация, как семья, именно семья и дети. Детей может быть несколько. Или много-много родственников, вас или вашего мужа. Кто-то берет вас за руку и ведет за собой. Это видно вот здесь. Прям руки сомкнуты у людей. У вас, возможно, уже есть любимый человек, или он прям, ну, на пороге. И у вас по роду так у обоих, что очень много родственников должно быть. И как будто они могут вас окружать. Ну, либо много детей, как бы большая будет семья. Это очень скоро, очень. Транспорт здесь в личной жизни, много может быть каких-то путешествий, разъездов или просто освоение транспорта. Ну, там, допустим, машина для жизни, мотоцикл для жизни. Тоже очень скоро. Сдача на права, например, у вас или у близких людей. Учеба, занятия, вот тоже разное развитие, да, вот вы какие-то можете посещать курсы повышения квалификации или какие-то семинары для обучения. Вот тут это все видно, потому что, ну, как бы познание, да, вот люди в разных позах, которые что-то могут узнавать, познавать, общаться, рассказывать друг другу. На дне чашки далекое ваше будущее. Тоже, видите, то бегущие люди, то люди за мячом бегут. Видите как? Может, вы будете связаны с спортом, футболом, организацией соревнований. Интересно. С фитнесом, может быть. Или просто с толпами людей, там организация каких-то праздников, вечеринок. Но это в далеком будущем. Хотя и сейчас людей вокруг много, да? Вот, ну, в ближайшем. Или ваша большая семья будет прорываться в жизни в плане развития там, да, каких-то именно определенных профессий и навыков. И нужна поддержка всеобщая от всей семьи. Я даже здесь вижу подобие знака Ом, если честно. То есть у вас в будущем в далеком будет духовное развитие. Может быть, вы посетите какие-то интересные страны, где духовность на высшем уровне. Может быть, вы сходите к пророку к какому-то, или звездочету, или человеку, который составляет, ну вот знаете, как он считает, как будущее вот будет у человека, там нумеролог, там астролог, вот такие. Или просто ясновидящий кто-то. Вот вы посетите такого человека в далеком будущем. Он вам очень много расскажет интересного о вас. Я здесь вижу вот как будто бы знак зодиака Скорпион, и я здесь вижу рядом рыбу. Беременность от Скорпиона, может быть. Или беременность, или богатство, вот рыба означает. Или новости какие-то важные, связанные с деньгами в далеком будущем и связаны со знаком зодиака Скорпион. Тут я вижу летящую птицу. Возможны перелеты в далеком будущем. Много перелетов и много новостей.
Вообще птицы, да, крылья. То есть я беру, раскрываю крылья и лечу. То есть у вас будет такое освобождение духа. Поверите в себя. В суете жизни мы часто не верим в себя. Вот вы поверите в себя. Хотя жизнь у вас не с такими большими проблемами, как у других людей. Но это не мешает нам всем занижать себя и не верить в себя. Я не вижу здесь больших проблем по здоровью в будущем, нет. Мелочь, она у всех присутствует, а вот больших я не вижу. Ну, все вроде бы здесь рассказала. Давайте посмотрим третью чашечку. Очень точное предсказание на кофейной гуще на ближайшее будущее. Открываем третью чашечку. Осматриваем сначала. Так, ну начнем. Вот я сразу же увидела у ручки улыбающееся лицо. Похоже на улыбающееся солнце или просто улыбающееся лицо. Это говорит о том, что кто-то будет приходить к вам в гости в скором времени, вот прямо на пороге. Или очень тесно общаться с вами, пытаться наладить отношения и выразить вам свое почтение, признательность, хорошие, добрые чувства, любовь. И человек очень сильно большую роль сыграет в вашей жизни этот. То есть этот человек явно настроен на вас очень благожелательно, по-доброму настроен. Сама по себе вся чашка выражает тот момент, что у вас будет в жизни среднее количество проблем. Но периодически, да, вы будете сталкиваться с трудностями. Жить вы будете в небольшой стране и строить там отношения. Небольшая страна, небольшая ее территория. Ну, такие обычно страны, как в Европе страны небольшие. Или просто вот какая-то небольшая территория, да, вот не могу даже это выразить. Это не огромное, а именно вот что-то маленькое. Чашка говорит о том, что с деньгами у вас будет как средний достаток в скором времени, но стабильный. Я здесь, знаете, вижу даже вот как букву К. Видите? Буква К. Вот вам, думаю, видно даже ее. Это значит, что какой-то человек, связанный с буквой К, будет влиять на ваш достаток в скором времени. Его имя или фамилия на букву К, или что-то вот связано с буквой К у него. У вас какая-то будет обыкновенная работа и занятость. Именно как специалист со средним достатком, что ли. Или работник со средним достатком. Я здесь вижу даже вот как небольших животных. Вот смотрите. Они похожи на грызунов. А грызуны всегда выражают как коллектив, где нужно держаться вместе. И как только этот коллектив становится разрозненным,
Вот я даже вижу здесь раз, два, три, четыре, может, человека, может, 5. То там начинаются в таком коллективе подставы. Поэтому нельзя ссориться между друг другом, а нужно всегда держаться вместе. Если это дети и карапузы мелкие, то это может быть вы работаете с детьми или будете работать. Тоже вариант. Также я здесь вижу человека образ. Вот смотрите, как образ человека. Как будто бы этот человек вас на себе тянет или несет. А вы, подхватив, еще несете кого-то. Так интересно. Это означает по деньгам, по достатку, да, что люди как будто бы по цепочке деньги передают, поддерживают друг друга и по цепочке друг другу деньги передают. То есть один заработал, отдал другому, а другой как третьему. Личная жизнь. Я вижу здесь вот как образ медведя, видите? Медведь-защитник, и медведь — это опора. У вас будет человек в личной жизни, кто пусть и не отесанный такой, и как бы сильный, но является защитником и опорой. Но это будет не прямо на пороге. Может, человек-то у вас и есть, но еще пока не выступает как защитник. Но будет. Однако вот выше я здесь вижу образ кота. А кот — это ненадежный спутник. Кто-то будет к вам с флиртом набиваться в скором времени. Но знаете что? Флиртун, комплименты может говорить человек, в глазки заглядывать. Связан он с буквой «Т». Видите, как-то. Но при этом это ненадежный человек. Повертел хвостом и улизнул. А вот медведь очень надежный человек. Настоящая опора. Я здесь вижу образ беременной женщины. Вот ее лик, вот ее живот. Это означает, что если вы готовитесь в будущем только к материнству, то это не за горами, это скоро. А если вы не планировали, это предупреждение, что если вы женщина, вы можете забеременеть, а если вы мужчина, то знайте, что в личной жизни ваша женщина в будущем может забеременеть, и только вам обоим решать, надо, не надо. Потому что тут много образов людей, значит, может быть много детей, понимаете, в судьбе. Несколько детей может быть по судьбе, да. Так. Ну вот я здесь вижу, знаете, вот такой образ, что как бы человек... Ой, я его опять тоже смахнула. Человек вот тут стоит. Видите? И он как бы как смотрит вдаль кому-то убегающему. То есть, мне кажется, в личной жизни вы теряли, как бы как от вас кто-то убегал. Поэтому не верьте котам и кошкам. Так, ну еще что у нас тут есть? Ну, это здесь вижу все равно как образ сердца вот такой, да. Все равно любовь у вас как бы будет, и взаимная, и брак. Брак крепкий. Прошлое показывает как болезни в области живота. А это потеря дома, потеря ощущения дома для вас было. Вы страдали из-за этого, как бы психологическая травма, что вам казалось, что вы потеряли свой дом, или разочарованы в своем доме, в родне там, или покинули свой дом, вот как-то так. Или потеряли что-то связанное с домом, ощущение дома. Из-за этого проблемы в области живота были. Но это пройдет. Пройдет снова, когда ощутите себя, как будто у вас есть дом, и дома вы.
Поэтому проблемы в животе пройдут. Далекое будущее. Я вижу КН. Вот видите, вот. Или для латинских букв KH. Вот К, видите, а вот Н. То есть это человек или люди в вашем далеком будущем, играющие в вашей жизни очень большую роль. Очень большую. Я вижу, что в далеком будущем у вас будет меньше проблем, чем в ближайшем, гораздо меньше. Вы сейчас вот часть проблем пройдете еще, устаканится все, а потом будете жить более гармонично в следующие там годы и стабильно. В финансовом смысле стабильность тоже будет. А сейчас, да, сейчас как средний доход, да, вот. Можете обретать для себя недвижимость в будущем далеком. Потому что я здесь все равно вижу как символы, как вот, знаете, дома стоят. Вот. Все равно это дом, это всегда символ, что у вас будет имущество. Просто тот дом, который вы хотите, действительно, он будет в более далеком будущем, да, чем то, что у вас сейчас. Я здесь вижу такие, как загогулинки, знак зодиака Рак. Что, может быть, в вашей жизни в ближайшем будущем на вас будет влиять человек с таким знаком зодиака. Я вот еще вижу здесь, да, как знак зодиака Телец, например, тоже. Вот если вот так смотреть. Тоже может влиять на вас человек, но в личной жизни. Ну, вот такой ответ по кружечке, то, что я нашла. Пишите ваше мнение. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен. Всем пока и до новых встреч!